Из режима авторитарной власти в ближайшие 10 лет никуда не уйдем. Поэтому он появится. Не обязательно я, но другой появится. Мы его портреты везде повесим, в учебники истории вставим, имя будем называть. Действительно, люди устали, им тяжело, и они ждут изменения к лучшему. Но, конечно, чудес не бывает. Встает вопрос, как себя вести и что в этой ситуации делать. И можно ли вообще что-то делать позитивное, так чтобы не наступило то разочарование, которое возможно. Вообще можно этого достичь или нельзя? Не допустить этого разочарования. Я думаю, что можно. Вопрос возникает как? Есть, на мой взгляд, только одно средство – быть честным. В этом году мы отмечаем 20 лет путинизма в России. Весело, с санкциями и падением доходов населения в течение 5 лет кряду. А начался путинизм в конце 1999 года. Тогда Ельцин с Березовским в отчаянной попытке уйти от возмездия за содеянное выдвинули наследника, чекиста по кличке Моль. Такая кличка закрепилась за ним давно, еще по Дрездену. К нему относились в достаточной степени презрительно. У него в то время была кличка, вы знаете, наверное, какая – Моль. Моль – мелкое насекомое из отряда чешуекрылых, ведущее скрытный ночной и сумеречный образ жизни. Является опасным вредителем в домах человека, портит одежду, ковры, предметы мебели. Взрослые особи очень активны, способны проникать в узкие щели и летать на внушительные расстояния. Различают моль плотяную, шубную и мебельную. Моль возводили на трон, но с условием: Ельцина не трогать, наворованное семьей, так тогда называли ельцинский клан, не отнимать. Ельцин в 99-м был уже далеко не тот герой и революционер, которому в 91-м рукоплескали миллионы. Опухший, спившийся старик, полностью неспособный управлять государством. Рейтинг у него был нулевой, а его наследника вообще никто не знал и знать не хотел. И тут стали взрываться дома в Москве. Это преступление, причем преступление гнусное. Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству. Это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. И что могут сделать простые люди? Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. Нужно внимательно относиться ко всем случаям подобного тому, который сейчас имел место. Сдача в поднаем служебных помещений, жилых помещений. Своевременно сообщать правоохранительным органам. В Москве 30 тысяч домов, они все будут взяты под контроль. Чуть меньше в других крупных городах России. Все тотально должны быть взяты под контроль. Это будет сделано уже сегодня. Но передоверять всю работу чиновникам – это дело неблагодарное. Поэтому я думаю, что будет правильно, если люди сами внимательно будут относиться к тому, что происходит вокруг них. Обязанность государства – действовать решительно, энергично, не откладывая ни на секунду. По нашим данным, здесь прописано было 126 человек. Так, на память я вам говорю, но более 120, значит, это раз. Ну, надеемся, что это все-таки ночь с воскресенья на понедельник. Может быть, кто-то на даче был, кто-то там еще что-то. Вот на это еще надежда есть. Ну, а так вот я вам цифру показал, сказал. Сказать, ну, а результаты этого, я его даже вандализмом назвать не могу. Это, так сказать, не люди, по-моему, какие-то делают. По ТВ говорили, что гексоген в подвале домов клали чечены в мешках из-под сахара. Моль обещала мочить чеченов.
И действительно мочил, рейтинг у Моли пошел вверх. Правда, однажды, 22 сентября 1999 года, в Рязани за закладкой мешков гексогена в дом застукали сотрудников ФСБ. Дело замяли, но после Рязани взрывы прекратились. На прошедшей 24 сентября расширенной коллегии МВД министр Владимир Рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в Рязани профилактической операции. Работа уже ведется, есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Однако не прошло и получаса, как с ответным словом в кулуарах министерства выступил глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Чеченов задавили, Грозный и все, что можно, снесли под корень. Народ был доволен, Моль выбрали президентом. Накануне инаугурации Владимира Путина патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился со словами напутствия к новому российскому лидеру. Глава Русской Православной Церкви напомнил, что народ доверил Владимиру Путину стать главой государства на рубеже столетий, момент, который, естественно, воспринимается людьми как поворотный и судьбоносный. Он надеется на успешность трудов Владимира Путина, тем более, что у новоизбранного президента есть прекрасные качества, необходимые лидеру великой страны. Решительность, ответственность, здравомыслие, умение прислушаться к чужому мнению. Надеюсь и верю, что Россия возродится, не только обновляя свой внешний материальный облик, но и проясняя духовный святой Руси. Да приблизится этот час трудами нового национального лидера, трудами каждого из нас, пожелал предстоятель Русской Православной Церкви. Сам же глава государства накануне сообщил руководителям региональных избирательных комиссий некоторые тезисы своей программы. Он особо подчеркнул, что его программа дальнейшего развития России будет в обобщенном виде изложена в ежегодном послании Федеральному собранию. По его словам, развитие демократических институтов – главное условие достойной жизни. Главное, чтобы демократические институты работали на благо общества, подчеркнул Владимир Путин. Борис Ефимович, но все-таки вот вам понятно, какую политику будет проводить Путин, став президентом? Ну, вы понимаете, какая будет его политика? Внешняя, внутренняя, в области экономики, в области отношения к средствам массовой информации. Пока ведь мы знаем, в общем, только одно, что в Чечне будем давить сепаратистскую гадину до конца. И, собственно, вот ничего более содержательного мы не слышали. Вы знаете, если бы мне было понятно, я бы выступал с позиции, что лучше, чтобы прошло все в один тур, и поменьше надо тратить денег на выборы, а побольше надо тратить денег на выплату пенсий и заработных плат. Именно как раз потому, что мне непонятно, что будет со страной дальше, я и выступаю с той точки зрения, которую только что изложил. Мне действительно очень многие вещи кажутся неясными. Ну, например, я не представляю себе состава будущего кабинета. Я не знаю, что собираются делать будущее правительство в экономической сфере. Я не знаю, что будет с НТВ. Я должен вам сказать, что после передачи в пятницу, когда один из авторов, по-моему, Николаев его фамилия, изложил свою версию взрывов в Москве и в других городах, я думаю, что над НТВ нависла реальная угроза. И несмотря на то, что НТВ зачастую критически поподробнее, пожалуйста, об этом. Тем не менее, я считаю своим долгом защищать Борис НТВ, Ефимович, если будут какие-то попытки его закрыть. А я не исключаю, что такая возможность существует. По крайней мере, по отношению к ряду журналистов, вы знаете, подобные попытки, может, не со стороны Путина, но со стороны его окружения делались. Весь первый срок, 2000-2004, шла зачистка и первоначальные накопления. Сначала в 2000-2001 отжали телеканалы ОРТ и НТВ у неправильных владельцев и передали правильным, после чего телевизор стал правдивым как никогда. Владимир Соловьев, еще один журналист, популярный теле- и радиоведущий. Спасибо, приятно, когда держит микрофон, никто никогда не держал. Во-первых, я должен вас огорчить. Мне кажется, что со страной ничего не будет при отсутствии НТВ. И как показал митинг, и как показывает реакция людей,
все подсокают языками, а потом свыкнутся. А лет через 30 их дети, когда прочитают об этой истории в учебниках новых демократов, скажут, что же ты папа и что же ты мама. И будет безумно стыдно, но будет поздно. Затем я глубоко убежден, что никакой корпоративной этики быть не должно. Что журналисты, как и депутаты, есть обязательства не друг перед другом, а только перед зрителями, только перед избирателями. Поэтому здесь речь даже не только и не столько о солидарности, сколько о нашей обязанности перед нашими зрителями сделать все возможное, чтобы у них было право выбора. Потому что это, как подтвердит отец Михаил Ардов, это Божье провидение. Потому что даже Господь Бог дает свободу выбора. Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. Не президенту Путину этого лишать. Но очевидно одно, что НТВ является лакмусовой бумажкой системного кризиса в стране. Страна абсолютно византийская, и все обращения, которые здесь звучат, это обращение в ушко президенту. Президент, может быть, захочет, а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину. И он с этой вотчиной будет разбираться. А холопы это примут. И как получилось, «Газпрому» очень выгодно сейчас получить эту вотчину. Потому что, не дай бог, холопы, которым якобы принадлежит немалая часть «Газпрома», поинтересуются, а как дела у самого «Газпрома»? Как он распорядился тем, что наши с вами, хотя бы на 35 с лишним процентов. И как дела у РАО-ЕС, и как дела у остальных гигантов. Немножко стыдно, что пришло только 15 тысяч, и немножко стыдно, что не все пришли в эту студию, и очень стыдно осознавать, что в скором времени в нашей стране будут искать тех, кто симпатизировал НТВ. Раскол пойдет по новой линии. Также сразу после прихода к власти были проведены экономические реформы в интересах народа. Добрый день, дорогие мои. Что тут сегодня вкусного? В ближнем кругу Путина принято общаться с помощью кликух. В 2010 году на Запад сбежал один из бизнесменов из этого круга, Сергей Колесников. Он прихватил с собой аудиозаписи, которые сделал, готовясь к побегу. Оттуда и стали известны эти клички. Посмотрим, кто же правит Россией. Михаил Иванович – это кличка самого Владимира Владимировича. Почему? Из бриллиантовой руки. Шеф. Гангрена – это Гена, отвечает за нефть. Через него до 50% нефтяного экспорта РФ. Солдат отвечает за газ, крупнейшая в мире газовая кормушка. Косой – это банкир, у него банк, где все остальные делают свои дела. Он же главный телемагнат страны. Тужурка – завхоз, глава управделами у Михаила Ивановича в 2000-2014 годах. С 2014 по 2018 помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества. Генералиссимус – охранник, сначала у Собчака, потом много лет у Михаила Ивановича. Профессор Преображенский – особо доверенный человек, один из ключевых участников кооператива «Озеро», в прошлом стоматолог и агент КГБ, при Путине распорядитель личных офшоров диктатора. Пик влияния Шамалова пришелся на 2013-2018 года, когда его сынок Кирилл Шамалов был мужем младшей дочери Путина. На свадьбу Путин подарил зятю пакет акций Сибура стоимостью $2 миллиарда. Но это, конечно, еще не весь список. В банде у Михаила Ивановича еще с десяток членов, всякие Сечины, Якунины, Зубковы и прочие Ротенберги. Как они все познакомились? Дача – великое дело, друзья. Даже круче, чем дзюдо и КГБ. Так вот, об экономических реформах Михаила Ивановича. Первым делом в 2001 году произошла реформа в «Газпроме». Убрали от кормушки всех неправильных ельцинских воров, заменив их на правильных – солдат и питерские. В 2002 году реформировали Сургутнефтегаз. Его совладельцами стали Михаил Иванович с Гангреной. Одна нефтяная компания хорошо, но мало. В 2003 отжали еще одну, самую большую в стране. Хозяин не захотел делиться. Эту нефтяную компанию отдали двум друзьям Молли на откорм. Сечин с Гангреной и Тимченко неплохо обогатились на активах Ходора. Радуются. В 2004-м первый срок Молли кончился. Нефть, газ и телевизор были уже под ним. Хватит? Нет, он только вошел во вкус. Только свободные люди в свободной стране могут быть успешными. Это основа и экономического роста России, и ее политической стабильности. Мы будем делать все, чтобы каждый человек мог проявить свой талант и свои способности. Чтобы в стране развивалась реальная многопартийность, укреплялись личные свободы граждан. Чтобы люди в России могли получать хорошее образование,
достойную социальную и медицинскую помощь, чтобы они жили в достатке и могли завещать детям результаты своего собственного труда. И, конечно, могли гордиться авторитетом сильной, но миролюбивой страны. На втором сроке резко усилился дерибан «Газпрома». В 2004 году в банк Косова-Ковальчука скрыто вывели «Согаз», крупнейшую страховую компанию. В 2006 Косому за копейки отдали «Газпромбанк», «Газфонд», огромный пенсионный фонд для сотрудников «Газпрома», а также «Газпром Медиа», НТВ и прочие СМИ. Косой стал олигархом. Это было только начало. Позднее Косой еще больше расширит свою империю. После НТВ на него запишут Первый канал, РЕН-ТВ, СТС, Домашний, Пятый канал в Петербурге. У всех основных каналов российского ТВ теперь один хозяин. И это Косой из кооператива «Озеро». Как Косой скажет, то вы в новостях и услышите. На втором сроке моли «Газпром» также начал большую программу строительства газопроводов. Везде, где нужно и где не нужно. И вдруг главным поставщиком труб и подрядчиком по их укладке стал малоизвестный тренер по дзюдо из Питера Аркадий Ротенберг. На него посыпался золотой дождь из подрядов, и он тоже стал олигархом. Аркадий с братом Борисом отличные строители, бригада. Михаил Иванович ее всем рекомендует. Начав с труб, они позднее сильно расширят свой бизнес. Снимут Лужкова в Москве и заберут все подряды на дороге. Купят на двоих Мосэнерго. Построят самую дорогую в мире дорогу Адлер-Красная Поляна. 9 миллиардов долларов за 48 километров. Ну и так далее. 29 октября 2013 года в Кремле Аркадий Романович Ротенберг, владелец состояния в 3 миллиарда долларов, в торжественной обстановке будет награжден орденом дружбы. Старый олигарх лучше новых двух. На втором сроке моль не забыл и про Абрамовича. В 2005 году «Газпром» решил заняться добычей нефти и купил у Романа Аркадьевича его компанию «Сибнефть», ныне «Газпромнефть», за 13 миллиардов долларов, что было слегка миллиарда на 2-3 выше ее реальной цены. Не каждому бизнесмену в отношениях с государством улыбается такая удача. На радостях Роман начал строить новую яхту за 500 миллионов долларов. Девятипалубная мега-яхта «Эклипс» была построена в 2010 году и была на тот момент самой дорогой в мире. Экипаж корабля, длина которого составляет почти 170 метров, состоит из 70 человек. Здесь вполне можно принимать гостей. Для них предназначены 24 каюты. Судно снабжено небольшой подводной лодкой и системой противоракетной обороны. На борту также имеются 2 бассейна и вертолетные площадки. В детстве Абрамович жил в Ухте. Это такой крупный центр нефтедобычи на севере России. А вот городской роддом города Ухты в 2010 году. Душевая для рожениц. Не «Эклипс», да. То есть Ухта дает стране нефтедоллары, а рожают вот в таких условиях. Почему? Когда моль есть в квартире, ее трудно вывести, сами знаете. К концу второго срока моли система сложилась окончательно. Коррупция РФ перешла в стадию клептократии. Началась скупка мега-яхт и строительство мега-дворцов. Миллергоф – грандиозное поместье на реке Истра, построенное в 2008 году наемным менеджером «Газпрома» по кличке Солдат. За основу был взят дворец испанского короля – Паласио Риэл де ла Гранья де Саньял де Фонса. Ну а чем он хуже испанских бурбонов? А это Акулинина, Московская область, поместье Владимира Якунина, члена кооператива «Озеро» и главы РЖД в 2005-2015 годах. Как меняются люди. Еще вчера Якунин был просто чекистом, теперь православный чекист. Еще вчера была просто дача в кооперативе «Озеро», теперь поместье в 7 гектаров плюс баня 1400 квадратных метров. Плюс знаменитое шубохранилище, вошедшее в народный фольклор. К 2008 году система перешла в стадию развитого путинизма. Сам Михаил Иванович смог даже на 4 года уйти на покой, оставив за себя заместителя. В 1932 году, я сам, когда, помню, выступал в Государственной Думе... Деньги идут, откаты стекаются, что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? А пока Михаил Иванович отдыхал, заместителю на прокорм дали бюджет Роснана и Сколково, которые были успешно разворованы. Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. Я предлагаю определиться с еще одним очень важным вопросом, который, конечно, волнует партию, всех наших людей, которые следят за политикой. Я имею в виду определиться с кандидатурой на должность президента страны. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой,
И при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Но вот эти аплодисменты дают мне право не объяснять, каким опытом и авторитетом обладает Владимир Владимирович Путин. И еще несколько слов на эту тему. Меня все время спрашивали, когда вы определитесь, с чем выйдете к людям. А иногда и меня, и Владимир Владимировича спрашивали, а вы не разругались друг с другом? Я хочу полностью подтвердить то, что только что было сказано. То, что мы предлагаем съезду, это глубоко продуманное решение. И даже больше. Мы действительно обсуждали этот вариант развития событий еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз. И истекшие годы доказали нам, и я очень надеюсь, и большинству наших граждан, правильность нашей стратегии и эффективность сложившейся модели управления. Ну вот. Ну а то, что мы довольно долго до этого момента не объявляли публично свою позицию по сценарию выборов, я надеюсь, вы нас поймете, как и наши граждане, это вопрос политической целесообразности, вопрос следования законам политического жанра, именно в нашей стране. Но я хотел бы одну вещь подчеркнуть. Мы всегда говорили только правду. 2008-2012 стали золотым временем для путинской клептократии. Тишь, благодать, Олимпиада, нацпроекты, дорогая нефть, воруй не хочу. И все бы хорошо, но тут в конце 2011-го на безоблачном небе путинизма появились тучки. Сначала народ в Москве и Питере стал протестовать против многолетней путинской системы фальсификации выборов и против пожизненного правления всяких насекомых. После этих выборов у Кремля жуликов нет ни одного полномочия сказать «мы власть», они никто! Один жалкий, другой надутый. Нам не нужна эта власть. Нам не нужны жулики и воры. Мы хотим другого президента, а не жулика и вора. Другого президента, а не жулика и вора. Другого президента, а не жалкого и вора. Многих также утомила и национальная политика Моли, а тут и новые цветные революции подоспели. Моль напряглась. В мае 2012-го на собственную инаугурацию на третий срок пришлось ехать по пустой Москве. Москвичи убрали с улиц, чтобы никто избранному президенту факт не показал с тротуара.
Пушкинскому, Александровскому и Андреевскому залам Владимир Путин пройдет под звуки торжественного марша Петра Ильича Чайковского. И, наконец, Майдан на Украине зимой 2013-2014. Яркий пример, как народ вышел на улицу и выгнал диктатора-казнокрада. Тут у Михаила Ивановича совсем снесло крышу от страха. Цветные революции, они же имеют свойство перекидываться из страны в страну. И моль решила действовать. Ставка была сделана на фашизм, то есть открытую националистическую диктатуру. С Михаилом Ивановичем в главной роли. Крым должен был стать аналогом Судетов 1938 года. Вторжение путинских наемников в Донбасс аналогом раздела всей Чехословакии весной 1939. Но тут случился облом, какие-то санкции, какая-то нефть упала, какая-то Америка пригрозила обнародовать данные о каких-то счетах. В общем, пустили Молли слегка дихлофоса, чтобы знала свое место. Сырьевая экономика путинской России быстро усохла, зарплата упала ниже Китая и Турции, кормовая база сузилась, крысы стали жрать друг друга. Полковник Захарченко, борец с коррупцией в МВД, сдан конкурентами в 2016-м, имел в Москве 13 квартир, одну из которых, трехкомнатную, заполнил полностью деньгами, а это, на секунду, 8,5 миллиардов рублей. Полковник Черкалин, куратор банковской системы в ФСБ, нажил непосильным трудом 12 миллиардов рублей. Так что какие-то там 3 миллиарда, которые украли министр обороны Сердюков и его подружка Васильева в 2008-2011 годах, это вообще ни о чем. Теперь даже на уровне начальников отделов ФСБ и МВД общаки в разы больше. Но ничего, зато Путин всех переиграл, как уверяют российских граждан, Кисель ТВ и... А Путин войдет в историю, но не так, как ему хотелось бы, а как крупнейший вор в истории страны, обычный диктатор третьего мира по типу Мубарака или папаши Дювалье на Гаити.